Всем привет! Не уважаете тыкву? Возможно, вы просто не умеете ее готовить. Обязательно рекомендую приготовить яркую и вкусную творожно-тыквенную запеканку. В такой запеканке вы тыкву почти не почувствуете, а консистенция запеканки получается как суфле. Обязательно досмотри это видео до конца, чтобы узнать все особенности по приготовлению такой запеканки. И первым делом нам необходимо приготовить тыквенное пюре. Для этого разрезаем и очищаем тыкву от семечек. Разрезаем ее на крупные куски. При этом от кожуры можно не очищать. Выкладываем тыкву на противень, застеленный пергаментной бумагой. При этом кладем ее так, чтобы кожура была вверх. В противень наливаем немного воды. Сверху накрываем фольгой, чтобы тыква не подгорала. Для этого рецепта тыкву обязательно нужно запекать и ни в коем случае не варить, потому что в таком случае она наберется воды. Отправляем тыкву в духовку на 40-50 минут при температуре 200 градусов. В зависимости от размера кусков тыквы может понадобиться чуть больше либо чуть меньше времени. Также напоминаю о подписке на канал, чтобы не пропускать еще больше интересных и вкусных рецептов. Мякоть готовой тыквы перекладываем в тарелку. При этом, забегая наперед, я советую вам сдавить и слить лишнюю жидкость тыквы. Теперь даем время тыкве остыть, а пока займемся творожной массой. Творог пересыпаем в емкость. Если у вас обезжиренный творог, то добавьте в него еще немного сливок. В нашем же случае у нас жирный творог. Добавляем сахар, яйца, ванильный сахар, кукурузный или картофельный крахмал и перебиваем массу погружным блендером. Ставь лайк, если тебе нравятся наши рецепты, и не забывай делиться ссылкой на наши рецепты у себя в социальных сетях. Теперь, когда творожная масса готова, возвращаемся к тыкве. К тыкве также добавляем яйца, это поможет ей схватиться, сахар и снова крахмал, это еще больше укрепит тыкву. И также все перебиваем блендером. Творожная и тыквенная масса должны быть одинаковой консистенции. В нашем же случае творожная масса получилась более густая, поэтому мы разбавляем ее молоком. После того, как добились одинаковой консистенции, перекладываем наши массы в форму для запекания, предварительно смазывая ее сливочным маслом. Выкладываем в центр сначала 2 столовые ложки творожной массы. Сверху выкладываем столько же тыквенного пюре. И так чередуем до конца творожной и тыквенной массы, или до заполнения формы. Кстати, наша форма диаметром 25 см. Пишите в комментариях, нравится ли вам такая идея творожно-тыквенной запеканки. А далее форму для запекания отправляем в духовку при температуре 170 градусов на 50-60 минут. Для приготовления такой запеканки этого времени будет достаточно. Но в таком случае можно столкнуться с проблемой расслоения либо потрескивания нашей запеканки. Поэтому я рекомендую снизить температуру и увеличить время запекания. Но в принципе это не обязательно. Вот такая яркая запеканка у нас получилась. И если вы попробуете приготовить по нашему рецепту, у вас также обязательно получится. И несмотря на то, что наша запеканка слегка растрескалась, на вкус это никак не повлияло. Всей семье понравился такой яркий и привлекательный вид запеканки. При этом запеканка остается нежной как суфле с приятным послевкусием. Так что обязательно рекомендую приготовить. Всем приятного аппетита!